А вот такое, как ремонтировать. Прорез 12,5 сантиметров. Радует только то, что шина низкого давления. Давление в ней будет 0,6 атмосферы. По идее нереально. Или реально. Хочу поставить вот такие однослойные пластыри. Несколько штук в наклад. Учитывая, что давление низкое, посмотрим методом проб и ошибок, будет жить такое колесико или не будет жить. Так как нитки расположены вот в таком направлении, в этом пластыре, по стрелочке, то попробуйте нитки расположить поперек этого разреза. По идее такая шина на помойку, но попросили очень надо. Будем пробовать. Колесико будет с камерой, поэтому глубоко не зачищаю, на герметичность плевать. Если здесь зачищать глубже, то там сразу ткань, и пластырь приклеивать будет некуда. Действуем. Вот такая зачистка первого пластыря получилась. Еще раз скажу, что если была бы без камерка, даже пробовать не стал. То есть обеспечить герметичность здесь считаю вообще нереальным. Продолжаем. Вот так вот получилось. Понимаю, что в нарушении всех мыслимых и немыслимых законов. Но все-таки есть у кого-нибудь такой опыт? Будет жить шина или не будет жить шина? Напишите, что вы об этом думаете. Мелом отмечены края раны с небольшим запасиком. А еще ведь заказчик хочет максимально бюджетно все это отремонтировать. Чтобы утюг вулканизатора сюда подсунуть, придется срезать часть вот этих грунтозацепов. Специнструментов у меня для обработки этих шин нет, поэтому попробуем вот так вот. Придется потом чупа-чупсом дорабатывать. Вот такая типа воронка получилась. Ворона целая. Вот так удалось запихать эту шину на легковой вулканизатор. У меня случилась катастрофа. Отгнил проводок термодатчика. Вот он, термодатчик. Такая штучка. А шину надо доделывать. У меня есть вот такой термометр. Буду целый час сидеть с этим термометром, включать и выключать. Вот такой результат сидения целого часа с этим термометром. По-моему, неплохо. Заказчик обещал фотоотчет. Накачанное колесо когда будет. Так что будем ждать фотки. Итак, временное решение вопроса. Термопара из комплекта мультиметра. Засунул ее под утюг и подсоединил два контакта там, как было подключен штатный термодатчик, который вкручивался вот сюда. Заказал на Алиэкспресс эту запчастичку. Но, как сами понимаете, Алиэкспресс это 2 месяца. А колеса нужно варить сегодня. Колеса нужно было варить вчера. Ну так, поработаем вот так вот. Продолжаем экспериментировать. Около 140 градусов. Другого способа замерить температуру у меня нет. На этом табло получается где-то 120 с чем-то. Вот так этот термодатчик выглядит. Вот здесь просто отгнил провод. Отгнил или отгорел.
Сейчас покажу фотку, как это выглядит на Алиэкспресс. И стоит это около 70 рублей. Тут, как обычно, термоклей. Потом просушиваем и сырая резина. Размазываем максимально долго, чтобы нигде не осталось недосушенного. Иначе капли вскипят, будет брак. 10-й раз это повторяю, но это очень важно. Термоклей подсох. Закладываем сырую резину. Обязательно разбогатею, куплю фен промышленный, чтобы подогревать эту сырую резину. Нашли временное решение вопроса, проблемы нашей. То есть вот от такого приборчика мультиметра термопару подсунул просто под утюг и подсоединил ее туда же, где был подсоединен штатный датчик. Вот здесь был включен штатный датчик. Ну что, пробуем. «70 с небольшим» показываю. Посмотрим, насколько он будет выключаться. Ну вот этот вот регулятор, по крайней мере, с этой термопарой работает, взаимодействует. Пока ждем запчасти, будем делать так. Нагрелось. Прибор начал сам выключаться. Вот сейчас во включенном состоянии показывает 139 градусов. Сейчас выключенное состояние. Ага, видно? 147, 146. Чуть сдвинул 137. Чуть туда сдвинул 144. То есть это все очень примерно. Но я же не проверял, как она работала при оригинальном датчике. Рядом он вообще 120. Ну, около 140, я думаю, нормально. Включаться, выключаться. С этой стороны вообще 150 показывает. 150. Включилось. 144. То есть еще инерция нагрева металла идет. Все это очень примерно. 136. Ну, по крайней мере, этот вот прибор показывает более-менее правильно. Я так считаю. Вот он показывает 23 градуса. И в помещении у нас 21-22 градуса. 150, 148. Я думаю, что оставлю так. Этот приборчик у меня пришлось понизить до 120, до 125. Вот тогда стало так. А если он стоял бы на 150, то тут бы было все 170, 180. Но вопрос в том, что такой ли ток выдает вот эта термопара по сравнению с оригинальным датчиком. Ну, по крайней мере, с помощью вот этого прибора подстроили. А вот с этим-то что делать? Это же полная задница. Тоже повреждение. Вот в 3 пальца примерно. И вот еще.
4 повреждения. Капец. Я думаю, что это брак работников, которые обдирали эти шины. Третье повреждение на этой шине. Длина прореза 11 сантиметров. Поставили в середину разреза пластырь 13 однослойный. Зачистили кромочки, сейчас внахлёст поставим еще 2. Если бы нужна была герметичность, не рискнул бы. А так, думаю, что до полатмосферы давление вполне выдержит. Вот такой получился деревенский огород. Когда-то при царе Горохе в косматом 2005 году была очная конференция в нашей деревне компании «Росвик». Так вот, они нам такую вот хрень демонстрировали, но только с камерными этими заплатами. Большие камерные заплаты. Тоже аккуратненько зачищали наружную часть заплаты и приклеивали к ней следующую, и следующую, и следующую. То есть такую вот, как гусеницу прямо делали. И, в принципе, все держало, накачивали при нас, все это делали. Так что по тому образцу я подумала, почему бы с пластырями так не сделать. Ладно, время и опыт покажут. 3 ремонта на этой шине. 1, 2, 3. Итог на этой покрышке 7 пластырей. 6 тринадцатых и 1 15. Фотоотчет, как это будет выглядеть в накачанном виде, будет готов, скорее всего, только к следующему видео. Пока это все заберут, увезут, соберут, накачают, сфотографируют, отправят мне. Так что ждите следующее видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.